Всем привет! Давайте, мои дорогие, посмотрим, что вас ждет на неделе с 24 по 30 января. У нас будет 4 варианта. Первый розовый кварц, второй красная яшма, третий у нас цитрин и четвертый у нас тигровый глаз. Выбирайте один из 4 вариантов. Можете по цифрам, можете по камушкам. Давайте посмотрим, что вас ждет в период с 24 по 30 неделя по всем сферам жизни. Ленорман нам покажет с вами сюрприз, неожиданность, или на чем-то он сделает акцент. Еще мы получим совет вот от такого прекрасного оракула мадам Индора. Ну и будет маятник, конечно, в конце расклада. Выбирайте ваш вариант и давайте будем смотреть. Но если вам нужно больше времени, останавливайте видео, не спешите. Мы начнем с первого варианта для тех, кто выбрал розовый кварц. Давайте посмотрим, что вас ожидает в период с 24 по 30 января. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим совет или предупреждение от Таро. Ну и далее по списку, что я уже озвучила. Если есть вопрос к маятнику, подумайте о нем сейчас. Мы посмотрим, что он нам ответит, да или нет, на ваш запрос. Так, неделя 24-30 для тех, кто выбрал розовый кварц, первый вариант. Что у вас будет происходить в начале этой недели? Так, чуть пониже. Так, что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Будь то отношения или это брак. Для тех, кто в поиске любви, какие у вас перспективы? Ну, розовый кварц вообще отвечает за любовь. Да, здесь очень хорошие перемены. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы, финансовая сфера. Что у вас будет в конце этой недели? Фу-фу, как бы не сглазить, да? Посмотрите, какие у вас потрясающие карты. Ну, совет предупреждения все-таки мы посмотрим от Таро. Да, совет предупреждения все-таки мы. Ну, это, опять же, совет предупреждения. Здесь нужно что-то менять, готовиться к переменам. А башня всегда говорит, для того, чтобы перемены в нашу жизнь вошли, нам нужно выйти из зоны комфорта. Но и в то же время, может быть, она еще предупреждает, чтобы вы не рисковали. Так, хорошо. Давайте еще мы Ленорман с вами посмотрим. Ну, Ленорман у нас это или сюрприз, неожиданность, или на чем-то он сконцентрирует ваше внимание. Первый вариант — розовый кварц, недели с 24 по 30. Как хорошо. Ну тут, знаете, или для мужчин, или эти карты говорят, связанные с мужчиной. Может быть, в отношениях было какое-то недопонимание. Или если для тех, кто в поиске женщин, любви, тоже вот тучи, это, может быть, проблемы были какие-то с личной жизнью, или вообще она отсутствовала. Здесь приходят мужчины со звездами, да, приносят надежду, перспективы, достижение целей, ну и благополучное будущее именно в любви. Если у мужчин были проблемы с работой, какие-то, может быть, трудности, может быть, и потеря была работы, но здесь может быть более, все-таки тучи — это не потери, это какие-то проблемы, но они, скорее всего, были временные. Здесь вы их разрешаете, может быть, тут и туз кубков, может быть, появляется или новая работа, или новая должность, или вы начинаете какой-то новый проект, заказ. А для тех, кто искал работу, да, здесь какие-то новые перспективы. Ну, в любом случае, карта потрясающая. Но вы оставляете позади себя небольшие трудности. Может быть, даже это ваше было там замешательство,
сомнения какие-то. По поводу звезда, да, это может быть по поводу цели в вашей жизни. Будь то это любовь, будь то это работа. Если для мужчин здесь может быть реализация в творчестве, в каких-то ваших замыслах, или, может быть, вы сомневались, показывать или не показывать то, что, чем вы владеете, может быть, это какие-то таланты, может быть, это показать себя в интернете, то сейчас у вас больше появится решимости, чтобы реализовать свои проекты. Башня-то еще может говорить, вот мы себя заковали в какие-то рамки и боимся шагнуть во что-то новое. Ведь после башни тоже идет звезда. Да, то есть, может быть, вот вырваться на свободу, но это еще могут быть и ваши какие-то сомнения. Да, сами вы эти темницу возвели и не давали себе развиваться. Хорошо, в начале недели у вас шестерка. Ну, шестерка всегда несет перемены. Это может быть перемена в личной жизни, то есть это может быть знакомство, или вы уходите из одних отношений в другие, или здесь может быть перемена работы, перемена местонахождения, потому что для тех, кто в поиске, это возможность куда-то уехать. Другой город, другая страна. То есть шагнуть вот с этого обрыва, куда-то переехать, переместиться. Также в начале недели у вас могут быть какие-то поездки, переезды, перемещения. Кто-то, может быть, будет менять место жительства. Императрица-то что здесь? Может быть, это, вот как башня говорит, совет, да, менять место жительства. Может быть, это обрести свое собственное жилье, уголок вот для женщин, украшать, создавать уют. То есть стать владелицей своей империи. Кого-то могут отправить в командировку, кто-то может в отпуск поехать, потому что здесь у нас еще солнышко. Да? Может быть, кто-то поехал в теплые страны погреться на песочке. Поэтому в начале этой недели у вас тут какие-то перемены. Да, для тех, кто в отношениях или в браке, императрица, ну, во-первых, это смена статуса, это может быть предложение руки и сердца, это может быть известие о беременности. У кого-то может быть уже роды, потому что в конце недели у нас солнышко. Это возможность стать родителями. Также это может быть переезд, смена места жительства. Но императрица у нас всегда несет рост, развитие. Ну, а так как мы смотрим на отношения, значит, это связано с вашей личной жизнью. Ну, если меня мужчина смотрит, вы сами можете сделать предложение своей любимой или узнать, что вы скоро станете папой. Для тех, кто в поиске, да, туз пентаклей дает шанс начала очень стабильных отношений, ну, как правило, они переходят в брак. Здесь будет очень сильная основа, база для этих отношений. Ну, будет стабильность, конечно, и с этим человеком вы можете обрести счастье. Вот единственное, может быть, шестерка – это сомнение, вступать, не вступать в эти новые отношения. То есть что-то будет вас смущать. Ну, тут смущения какие? Может быть, были какие-то до этого негативные отношения, сейчас вы как бы с недоверием относитесь к противоположному полу. Вот почему башня-то говорит, нужно вот менять вот эти взгляды, потому что рушить вот эти темницы, в которых, возможно, вы себя заковали, фундамент есть. Построить очень крепкие отношения, вот выстроить вот эту новую башню, если вы, например, прошли через какое-то разрушение, у вас сейчас эта возможность появится. Конечно, для тех, кто в поиске еще у кого-то, может быть, здесь переезд по работе, но это может быть для единиц. То есть вы сейчас более направлены на свою карьеру, на реализацию, и вам сейчас не до отношений. Здесь какие-то новые проекты, планы, или вы куда-то уезжаете. Но если вы нацелены на поиск любви, да, шанс вам предоставится. Работа. У нас туз кубков. Здесь или получение должности, о которой вы давно мечтали, или начало нового творческого проекта, вот по звездам, может быть, какой-то перспективный проект, причем долгосрочный. Но туз кубков еще, это, знаете, это эмоциональное удовольствие, что у меня сейчас есть любимое дело, которым я буду заниматься. И, скорее всего, вот это то ли должность, то ли дело принесет хорошую перспективу на рост, развитие вашего финансового состояния.
Может быть, это проект, например, связан с удаленкой или, может быть, с интернетом. А для тех, кто в поиске, да, шут, это или может быть переезд по работе, другой город, другая страна, как я говорила. Да, по шестерке может быть еще переживание, потому что вы не знаете, вот, что вас ждет там, куда вы едете. Есть какие-то опасения, переживания, может быть еще. Кого-то вы оставляете. Ну, может быть, например, мужчина меня смотрит, вы уезжаете, но семью оставляете. То есть вы переживаете не только за то, как вы там устроитесь, но и за то, как ваша семья здесь будет без вас. Но еще у нас шут – это новая работа. Это может быть вообще новая сфера деятельности. Да, карта говорит, что у вас и опыт есть, и знания. Но вот в той области, где вы найдете работу, может быть, здесь еще у вас не хватает мастерства. Тут или будет испытательный срок, или вы станете кому-то под руку. Но шут всегда открывает перед нами какие-то новые горизонты. Вот почему башня говорит, да, вот уберите вот эти узкие рамки, но вот вы ищете работу в какой-то определенной сфере. Может быть, расширьте свой взгляд по звездам, да, рассмотрите какие-то другие варианты. Есть шанс найти работу. А деньги, может быть, здесь исполнится какая-то ваша мечта, но вот кто-то, может быть, наконец-то обретет свое жилье. Может быть, еще зарабатывать, учить кого-то или продавать какие-то свои идеи, замыслы. Может быть, вот, знаете, как канал на YouTube, давать людям советы или проводить какие-то курсы. То есть люди получают знания, а вы получаете свои финансы. Также это вкладываться в какие-то долгосрочные дела. Может быть, это вкладываться в свой бизнес или в недвижимость, или в обучение детей. Императрица – это карта еще матери. А в конце недели у вас старший аркан Солнца. Вообще позитивный аркан. Он говорит, что в конце января практически, да, 30-й, ну там один день останется, уходят вообще все проблемы, препятствия. Вы можете начать какие-то новые проекты, дела, вы можете реализоваться в карьере, в творчестве, в личной жизни. Да. У кого-то, может быть, это свадьба или рождение малыша, или, может быть, радость по поводу успехов ваших детей. Также это решение финансовых вопросов, ну и вот, может быть, обретение независимости, как финансовой, так и, может быть, вот по жилью. Ну а для тех, кто в поиске, это любовь, счастье, радость. Это общение с любимым человеком. Ну еще, может быть, знаете, получение каких-то приятных новостей о том, что рушатся какие-то барьеры, которые вас сдерживали. Вот, может быть, для тех, кто собирается куда-то уезжать на заработки в другую страну, может быть, придут документы или новости, что наконец-то вы можете передвигаться. Хорошо, давайте для вас получим совет для первого варианта. Для тех, кто выбрал розовый кварц, получим совет от оракула Мадам Эндора. Первый вариант — розовый кварц. Неделя 24 по 30. Он немного темный, но вы его не пугайтесь. Угу. Ну вот же это у нас символ воды. Эта карта является символом перемен. Это, знаете, еще эмоции, да, это когда наши эмоции зашкаливают, они находятся на пике. Ну, во-первых, она может говорить о реализации вас в творчестве. Также вода у нас несет любовь, заботу, поддержку. Еще это символизирует знак воды. Может быть, для вас очень важен будет человек, это рак, рыбы, скорпион, который поможет вам, станет вашим защитником в борьбе с какими-то или препятствиями, или врагами. Вот серпент — это змей, а голем — это защитник. Это может быть какой-то ваш близкий друг, любимый человек. То ли он действует от вашего имени, то ли он именно
ставит ваши интересы выше своих собственных. Но этот вот голем, да, этот защитник поможет вам победить какого-то змея. Ну, серпент это еще может быть и дьявол, и какой-то коварный человек. Или это препятствие на вашем пути. Мы знаем, что змея, она нападает неожиданно. Она долго может быть незамеченной нами. Но еще эта карта может показывать препятствия на вашем пути, скорее всего, временные, вот может быть по тучам. Это может быть обновление, или, знаете, обновление, как змея скидывает свою кожу, и в ее жизни происходит, ну, то есть обновление, да. Может быть, это касается отношений, работы, или избавления, например, при помощи какого-то близкого вам человека от каких-то, может быть, вредных привычек или от негативных воздействий. Почему у нас еще в совет башни легла? Прислушайтесь к какому-то человеку, который откроет вам глаза на, может быть, на тайного врага или, может быть, на тайного поклонника, как вариант. Может быть, есть в вашей жизни человек, вот он постоянно рядом с вами, а вы его не замечаете. Вот сейчас, вот туз пентаклей, да, может быть, вы взглянете на этого человека как-то другими глазами. То есть вот у мужчины, может быть, он не показывал своих истинных чувств вам, и вы как бы его и не замечали. Вот есть он, ну, друг, на него можно положиться. Здесь, может быть, вот по звездам, да, наконец-то вы посмотрите, что да, этот человек, это мужское плечо, на которое я могу опереться. И этот человек всегда меня поддержит и защитит. Ну, может быть, вот для кого-то этот совет актуален. Ну, давайте посмотрим с вами маятник. Первый вариант. Маятник, ответь, пожалуйста, для тех, кто выбрал розовый кварц, исполнится ли их желание или ответ на их запрос «да» или «нет» с 24 по 30 января. Ну, как видите, пока ответ нет. Ну, мы смотрим, опять же, на неделю. Такой у нас с вами получился первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Привет, двоечки. Для тех, кто выбрал красную яшму, давайте посмотрим, что вас ждет на неделю с 24 по 30 января. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, любви, отношений. Ну, а дальше по списку то, что я озвучила в начале. Второй вариант. Красная яшма. События недели с 24 по 30 января. Что у вас будет происходить в начале этих 7 дней? Так, что вас ждет любви в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 7 дней? И совет или предупреждение от Таро. Так, что нам скажет Ленорман для вас? Второй вариант. Красная яшма. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Да, вот как сюрприз, неожиданность, Ленорман сказал, что вы можете воспользоваться каким-то очень удачным шансом. Может быть, какое-то дело, которое долго развивалось, вы применяли очень много усилий, чтобы что-то решить. Конечно, может быть связано с работой, какой-то проект у вас завис.
или, может быть, вообще в чем-то удача будет сопутствовать вам, но для этого вам нужно будет проявить очень большую активность. Если кто-то приболел, то здесь будет выздоровление. То есть метла может говорить, что есть какое-то хроническое заболевание, которое периодически обостряется. Ну, может быть, там зависит от сезонов или зависит от погоды. То здесь вам получится вот это заболевание очень быстро купировать. Кто-то может избежать проигрыша в суде. Если у вас были какие-то затяжные судебные тяжбы, это может быть ваши родственники по поводу там наследства, недвижимости или там развод, ну что-то такое связанное с вашим родом, то здесь вы по клеверу можете избежать как поражение в суде. Но для этого вам, может быть, нужно будет найти какого-то фокусника, да, этого, может быть, адвоката или юриста, который поможет вам, ну, вот, обойти каких-то своих соперников. Избежать даже ссор, конфликтов. Кстати, если у вас есть судебные дела, и вы никак не можете выйти из этих дрязг, тут вам просто советуют нанять специалиста, и тогда он вот этим мирным путем закончит вот этот процесс. Но это скорее для тех, кто уже состоит или в отношениях, или в браке. Да, для того, чтобы еще улучшить свое здоровье, тут карты советуют обратить внимание на физические упражнения, гимнастика, фитнес, спорт, ну или просто пешие прогулки. Хорошо, в начале этих 7 дней у вас ложится маг. Здесь, может быть, какие-то планы по поводу работы, какие-то новые начинания. То есть очень много активности, очень много желания, импульс вот что-то начать. Может быть, есть какие-то дела, которые требуют безотлагательных решений. Маг — это кто у нас? Это переговорщик, это коммуникатор. Может быть, вот в начале этой недели вам нужно будет поездить в какие-то инстанции, с кем-то договориться, войти в какие-то двери, решить какие-то вопросы. Ну, здесь карта говорит, если будете активно действовать, есть шанс решить поставленные задачи. Но еще, может быть, маг — это вот какой-то специалист, который поможет вам разрешить какой-то вопрос. Ну, у кого-то, может быть, это судебные дела, у кого-то, может быть, вот кто болел, это найти хорошего врача, который поможет вам выздороветь. У кого-то здесь, может быть, для тех, кто в отношениях, в браке, может быть, это роды при помощи специалиста. Причем по магу роды пройдут очень легко. Ну, тут или роды, или беременность. Кто-то из женщин может получить предложение руки и сердца. Да, мир — это завершение одного этапа, начала следующего. Для тех, кто в поиске, здесь вас будут очаровывать, околдовывать, покорять. И, скорее всего, по магу и по шестерке человек добьется желаемого. Если меня мужчины смотрят, и у вас на примете есть дама, то действуйте, есть шанс покорить это сердце. Хорошо, для тех, кто в браке, ну, тут, может быть, еще вот, если вы в браке и были в каких-то судебных тяжбах, здесь при помощи юриста, специалиста вы можете этот процесс наконец-то завершить. Ну, или хотя бы уже внести ясность. Кто-то, может быть, сейчас принимает решение, вот здесь у нас король жезлов показан на земной шар, это может быть оформление иммиграции, например, переезд в другую страну. Может быть, вы едете всей семьей. Конечно, это может быть не обязательно миграция, это может быть и отпуск. Давайте сюда одну карту. Также старший аркан мир, как я сказала, смена роли. Это или известие о беременности, или уже рождение малыша. Или, может быть, здесь подготовка к свадьбе. Давайте уточним. Старший аркан мир. Тут может быть переезд. Да. Или башня — это, как я говорила, судебные дела из-за недвижимости. Так, сейчас еще одну карту. Дьявол. Ну, смотрите, здесь может быть и то, и другое, и третье. Дьявол — это какая-то или зависимая ситуация, с которой вы наконец-то сможете вырваться.
А что это был зависимый? Это, может быть, были стесненные жилищные обстоятельства, то есть вы здесь можете переехать. То есть это вырваться из какой-то зависимой ситуации. Башня, да, это вот какая-то темница, которую в эту неделю вы разрушите. Это или выйти из судебных тяжб. Вот не могли вы действовать, потому что здесь какие-то материальные разборки. У кого-то здесь может быть и развод. Угу. Так, сейчас еще одну карту. Потому что башня и дьявол — это вырваться из любовного треугольника, это обрести свободу. Так, может быть, манипуляции какие-то были. Сейчас мы посмотрим еще одну карту. Хотя тут может быть и то, и другое, и переезд, да. У кого-то, может быть, решается наконец-то вопрос. Ну, например, вы состояли в любовном треугольнике. Это вырваться вот из этого треугольника, отдаться любви, то есть сделать наконец-то выбор. Вы этот выбор сделаете или этот выбор сделают за вас. Но еще здесь очень приятная поездка. Вот то ли это отпуск, то ли это переезд. Переезд, смена места жительства или иммиграция. Но это что-то для вас очень приятное, и, может быть, это затянулось. Да, у кого-то еще тут роды и предложение руки и сердца. Ну, смотрите по своей ситуации. В любом случае эти башни дьяволы остаются позади, и вы получаете то, о чем вы мечтали. То ли вот смотрите, это ваши действия, то ли какой-то человек. Ну а для тех, кто в поиске, я уже говорила, есть на примете кто-то, идите вперед, есть шанс покорить это сердце. Но еще шестерка-то, может быть, есть уже кто-то, кто вас очаровывает. Это побороть самого себя или саму себя, это вступить в новые отношения. То есть ваши успешные действия помогут вам, как я уже сказала, или победить себя, или покорить чье-то сердце. Работа, карьера, бизнес. Здесь у нас ложится десятка для тех, кто работает. Но здесь, может быть, карта показывает какую-то сплоченную команду. Это заниматься любимым делом. Это хорошие отношения в коллективе. Ну, это и благополучие финансового вашего дома, вашей семьи. Может быть, у вас семейный бизнес, например. Или это работать с кем-то над каким-то общим проектом. И карта говорит, что вот с этими людьми вы можете добиться больших успехов. Десятка всегда говорит, что человек уверен в своем настоящем, но и в своем будущем. А вот для тех, кто в поиске, старший аркан Верховная Жрица, конечно, это карта ожидания. Тут или карта может говорить, что есть у вас какое-то неопределенное положение по поводу вашей работы. То есть вы что-то ждете, может быть, вы подали куда-то резюме и ожидаете, например, приглашения. И непонятно, поступит это предложение, нет. Или, может быть, вы ждете какой-то поездки. И опять, получу, не получу я эти документы. Давайте я вам совет посмотрю. Потому что по жрице это может быть работа, например, связана в каких-то закрытых, секретных лабораториях, где там исследования. То есть, или может быть какая-то оборонка. То есть тут может быть работа, но связано, что вам нужно будет хранить тайну. Еще это что-то может быть связано с эзотерикой, с психологией или архивы, библиотеки. Так, давайте посмотрим. Или все-таки ждать нужно? Нет, вы что-то здесь ждете, или вы уже ждали и понимаете, что попали в состояние какого-то затяжного кризиса, или вы зашли в тупик с работой. Здесь вот в совет предупреждения ложится король жезлов, и человек показывает на земной шар. Тут или вам говорят, что нужно выходить из состояния повешенного, вот, предпринимать какие-то активные действия, может быть, обзванивать кого-то, поднимать старые связи, или, может быть, куда-то уезжать. Но по деньгам нужно взвесить свои возможности. Или это показывает именно человека, может быть, вас какой-то друг, родственник куда-то приглашает, а вы все сомневаетесь и тянете, хотя положение-то уже критическое. Так вот, именно для вас сейчас получен совет. Ну вот видите, у вас 3 старших аркана.
Опять же, здесь нужно уже принимать решения и взвешивать свои возможности. Если понимаете, что или в той сфере, в которой вы ищете, или на том месте, где вы живете, нет никаких перспектив, значит, нужно что-то решать, надо действовать. Если реально вас кто-то куда-то зовет, нужно же это решение принимать. Здесь, скорее всего, нет никаких перспектив. Также здесь могут быть какие-то уже судебные дела, связанные с кредитами, может быть, уже забыл, как служба называется, которая долги выбивает через суд. Судебные приставы. Да, может быть, реально здесь вы уже по верховной жрице от кого-то прячетесь из-за того, что набрали кредитов и не знаете, как их... Конечно, это может быть и на ваш бизнес наложено. Почему вы в поиске работы? Вам нужно найти источник дохода, чтобы вот здесь вот что-то закрыть. Ну, как бы в совет вам говорят, что какой-то человек может вам помочь. Это или человек, который занимается своим собственным бизнесом, или это может быть менеджер, администратор, руководитель. Он вам ложится в совет. Или все-таки надо принимать решение и уже... Да, вот когда 3 старших аркана, какие решения вам принимать? Что? И королева жезлов ложится. Угу. Ну, королева жезлов — это женщина, которая согласна и рискнуть. Ну, еще это лидер. Если вы тянете, взвешиваете и никак не решитесь начать что-то, вот как я и говорила, может быть, это связано с эзотерикой или с какими-то тайными знаниями, или просто это ожидание лучшего времени, то вот эта неделя как раз способствует вот этому новому начинанию. Да, хватит колебаться, сомневаться, взвешивать, тянуть время. Начинайте уже. По королеве жезлов вы сможете организовать. Она вообще не видит препятствий. Самое главное, будьте уверены, что у вас все получится, уверены в своих силах. Ну, может быть, еще заручитесь поддержкой, например, для женщин, вашего любимого человека или какого-то родственника, который вас поддержит. Потому что в конце этих 7 дней, да, тут загорается какой-то импульс, я смогу, у меня получится. И, может быть, даже это и еще дорога. Может быть, реально вас кто-то куда-то приглашает, и вы наконец-то решитесь на этот переезд. Поэтому нужно только действовать. И шанс вам предоставится. Финансы, двоечка, да, ну, может быть, денег не так много, но у вас получается вот балансировать на грани, да, вы справляетесь. Может быть, еще здесь, помимо основной работы, будет какая-то приработка. Или наоборот, вы, например, без работы, вы здесь можете неофициально куда-то устроиться. Также по деньгам здесь могут прийти какие-то квитанции, счета. И вы будете взвешивать, что нужно оплатить, а что, может быть, еще пока подождет. То есть, если вам предложат какой-то приработок, то рассмотрите ее. Есть шанс одноразово, может быть, заработать, да, вот продержаться на плаву. В конце недели кто-то отправится в дорогу. Ну, вот кто-то, может быть, поедет или в отпуск, или вы начнете собираться, например, переезд, эмиграция. Также это новое начинание, это может быть новый проект, новый бизнес. У кого-то может быть начало строительства дома, ремонт. У кого-то новые отношения, любовь, да, страсть. У кого-то известие о беременности. Да, и в совет король жезлов, ну тут или вам нужно проявлять активность, или вот, может быть, заручиться поддержкой такого человека. Ну, я уже его озвучила. Это может быть и бизнесмен, или ваш начальник, например, или друг какой-то. Так, хорошо, давайте для вас получим совет мадам Эндора. Второй вариант для тех, кто выбрал красную яшму, неделю с 24 по 30. Совет для двоечек вот этого оракула. Ой, ну тут в любви, конечно, идут перемены. Да, ну, seduction у нас это passion and romance awaits, это новая романтическая связь или укрепление уже имеющихся отношений. Тут любовь и ветер перемен. То есть в любви
Вас ждут перемены. Но для женщин здесь, что ваша сексуальность, ваше притяжение будет расти, вот как по магу, да. Мужчины будут добиваться такой дамы. Ну, вас ждет любовь, и карта обещает вам переходный период в вашей жизни. Тут единственное, что она говорит, что вы вот в любви, в отношениях встанете перед выбором. Вы здесь должны будете решить, оставить все как есть, или, может быть, внести перемены в вашу любовную жизнь. Хорошо. Ну и давайте мы посмотрим с вами маятник. Второй вариант для тех, кто выбрал красную яшму. Маятник, ответьте, пожалуйста, на их запрос «да» или «нет» на неделю с 24 по 30 января. У вас ответ «да». Такой у нас получился второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас прогноз на неделю с 24 по 30. Для тех, кто выбрал третий вариант, цитрин. Троечки, я вас приветствую. Ну, давайте посмотрим, что вас ждет на этой неделе. В работе, в карьере, в бизнесе, в финансах, в любви, в отношениях. И также мы получим предостережение. Так. У кого-то при помощи врача закончится борьба за то, чтобы стать мамой. Если кто-то хотел забеременеть или родить, но я думаю, больше здесь беременность, то при помощи мужчины причем. Да, врач-мужчина. Вы получите новости. Да, они могут вас застать врасплох или даже не то что напугать, а неожиданно это произойдет. Но, скорее всего, вы долго боролись, может быть, вот были проблемы какие-то. А у кого-то здесь перемены в личной жизни. Так, король мечей. Ну смотрите, кто-то может потерять статус жены, возлюбленной. Все-таки была какая-то борьба за любовь. Тут бы еще будет одну карту достать. Король мечей — это может быть отношение с представителем для женщин, с представителем воздушной стихии. Была какая-то борьба и перемены. Тут знаете что? Если вы уже состоите в браке, у кого-то может быть развод. А если вы в отношениях бились за то, чтобы получить руку и сердце вот от такого короля мечей, это или воздушные стихии, или это может быть военные, форма, оружие, там, например, кузнец, врач или преподаватель, или юриспруденция. Здесь идут перемены, и вы меняете статус, становитесь императрицей. Но первая мысль пошла про беременность. Но в любом случае карты выпали, я должна была эту информацию до вас донести. Так, третий вариант, простите, цитрин. Что вас ждет на неделю с 24 по 30? В начале недели что будет у вас происходить? Что вас ждет в любви, в отношениях, у кого есть отношения или брак? Ну, тут машину будет покупать или уезжать на заработки. Так. Для тех, кто в поиске любви, какие у вас перспективы? Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость? Для тех, кто в поиске работы. Финансовые вопросы на этой неделе. Что вас ждет в конце 7 дней? И совет или предупреждение от Таро. Так. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Третий вариант, цитрин. Неделя с 24 по 30.
Какие-то конфликты в обществе будут, в котором вы состоите. Это может быть работа или это может быть семья. Тут вот из-за денег будут какие-то конфликты. Но мужчина как бы к этому поворачивается спиной. Может быть спиной. Почему? Вот я говорю, кто-то тут из семейных уезжает куда-то на заработки. Может быть, это вынужденный отъезд. Или на работе вас заставляют уезжать в командировку. Из-за этого, может быть, вы будете конфликтовать. Еще может быть разрыв с каким-то коллективом. Или какой-то, знаете, конфликт где-то вот на людях. У кого-то может быть, вот для тех, кто в поиске любви, да, тут уход от чего-то. Может быть, вы вот только-только с кем-то расстались. Но причем такой был болезненный для вас разрыв. Может быть, даже резкий. Может быть, еще, знаете, человек вас как-то вот прилюдно, при ком-то, может быть, сказал какую-то гадость. Или, это, конечно, может быть и не обязательно любовный интерес, это может быть начальник. Но здесь почему-то только конфликт связан с деньгами. Так карты везде хорошие, но вот единственное для тех, кто сейчас в поиске. То есть есть какой-то... Вы как бы в поиске, но восьмерка говорит, что вы только-только что-то оставили позади себя, какие-то прошлые отношения. Может быть, вы еще пока, например, если у вас был развод, вы еще пока что-то делите, вот, разделяете вот что-то вы заработали, там, дом, недвижимость или, может быть, земельный участок. Почему мужчина отвернут, да? То есть это был развод. Ну, если меня мужчина смотрит, вы тоже. То есть вы еще в процессе тех старых отношений или брака. Это борьба за финансы. Восьмерка говорит о том, что вы разочаровались в человеке. Может быть, вообще в противоположном поле. Может быть, колесница-то говорит выход из любовного треугольника. Ну, здесь, может быть, конечно, это не для всех. Также может быть ссора в каком-то обществе, как я говорила. Это может быть ссора на работе, там, с коллегой, с бизнес-партнером. Может быть, какой-то клиент недовольный, вот что-то из-за денег. То есть вы выполнили заказ, человек там недоволен, например. Но к концу недели все утрясется, как бы у вас наступит исцеление какой-то, вот, может быть, болезненной ситуации. То есть вы обретете равновесие. Хорошо, в начале, ну мы сейчас эту колесницу уточним. Да, я говорю, здесь кто-то, кто в отношениях или в браке, тут решение вопросов с автомобилем, покупка, продажа. Кто-то может уехать или в командировку, или поехать на заработки, ну, куда-то далеко. То есть тут какое-то продвижение, движение. Может быть, колесница говорит о получении там документов, новостей, и человек отправляется в дорогу. Давайте мы колесницу уточним. Ну, тут или дорога, или, как я озвучила, да, то ли вы сами хотите уехать, то ли вас неожиданно отправят. Может быть, из-за этого будут какие-то, как я говорила, конфликты на работе. Но в любом случае, скорее всего, поехать вам придется. Для тех, кто стоял в любовном треугольнике, это уход. Это оставить позади себя. Это разорвать отношения. Сад, может быть, там был и треугольник, и квадрат, и параллелепипед. Может быть, человек вообще любил всех на свете. Это вот оставить что-то позади себя. Хорошо, для тех, кто... Вот тут у нас еще и справедливость. Я говорю, может быть, тут какие-то еще... вот с этим королем жезлов какие-то еще судебные дрязги. Вы еще как бы разошлись, но пока еще что-то делите. Ругаетесь. Ну, вот вы знаете, к концу этой недели, может быть, вопрос этот наконец-то разрешится, если это было в суде. Кто-то отправляется в дорогу, получает разрешение, мужчина, и уезжает куда-то на заработки. Ну, давайте мы уточним этого рыцаря. Если смотреть на любовь и отношения, отношения очень стабильные. Вообще рыцарь Пентаклей это очень надежный, но может быть чуть-чуть он зациклен на работе. Или вот, например, если вы огненная масть,
или мечевая масть, вам с этим человеком может быть скучно. Но в любом случае вы на него можете положиться, на него и на нее. Да, здесь какие-то новые проекты, дела или дорога. Дорога, может быть, знаете еще здесь что? Не обязательно покупка автомобиля. Здесь, может быть, у вас ребенок родился или подрос, вам тесно. Вы здесь будете решать вопрос с недвижимостью. Ну, рыцарь, как правило, говорит, или покупка участка земли, на котором вы построите дом. То есть вот строительство там небольшого дома, дачи, может быть, что-то такое. Или это покупка квартиры без отделки. То есть туда придется еще вкладывать. А Паш говорит уже, вы строите планы ремонта, отделки, или там сами будете делать, или нанимать кого-то. Но это пока продумывание. Скорее всего, это будет чуть позже. Но вы уже планируете, да. Пока, может быть, вот вы подыскиваете или уже покупаете. Потому что все-таки тут сделка-то есть. И тут договор, да, купли-продажи, может быть. То есть что-то вы здесь уже... Вот, Паш мы задумали, что мы купим без отделки, будем ремонт делать. А туз жезлов это уже начало. Но это вот уже будет, скорее всего, в начале февраля. Ну, здесь я единственное, что могу вам совет посмотреть, да, скорее всего, пока вы еще не в поиске. Вот как-то вот у вас еще кубок вот этот дымится, только-только у вас что-то, или вы еще вот в процессе. Давайте для вас совет посмотрим. Ну, у вас перемены, да. Ну, смотрите, одна дверь у вас закрылась. Вернуться вы к этим отношениям уже не сможете. Здесь на двери даже ручки нет. Но сейчас у вас процесс трансформации. В совет вам говорят, проживите эту потерю, не зацикливайтесь на ней. Когда кто-то из нашей жизни уходит, обязательно у нас появляются новые возможности. Вот эта дверь уже чуть-чуть приоткрылась. Но вот эту неделю вам нужно вот этот переход пережить. И как раз смерть приводит к трансформации, приводит к обретению спокойствия. Да? То есть вот, может быть, разрыв у вас произошел, например, на той неделе, или вот сейчас вы это переживаете, а к концу недели вы уже обретете гармонию, баланс. Тут еще, может быть, заняться какими-то духовными практиками, медитациями, чтобы восстановить свой физический и эмоциональный фон. Работа, карьера, бизнес. Ну, четверка карта говорит об успехе. Это, знаете, как человек над чем-то трудится и сомневается, надо ему этим заниматься, не надо. Получу ли я за это что-то? Ну, вот, скорее всего, в эти 7 дней вы или получите первую прибыль, или признание, и убедитесь, что да, это то, чем я хочу заниматься. Или, знаете, здесь, может быть, работа из дома по удаленке. Может быть, вам еще кто-то из членов семьи помогает. А еще это вот работать в какой-то команде. Здесь может быть продвижение по карьерной лестнице, может быть получение от какого-то проекта. То есть вот люди радуются, да. Но в любом случае, я говорю, здесь карта успеха. То, вот над чем вы трудились раньше, сейчас принесет вам прибыль. Еще для кого-то, знаете, может быть у вас, вот вы купили недвижимость, может быть у вас сейчас появится возможность с кем-то заняться вот строительством или отделкой вот своего помещения. Ну, например, по выходным. Может быть, коллег каких-то вы привлечете, чтобы они вам помогли. Ну, это как вариант. Может, у вас и работа связана со строительством, отделкой домов. Ну, тут еще может быть организация праздников или какой-то бизнес развлечений. Ну, скорее всего, не сейчас, наверное. Хорошо, для тех, кто работает, но тут какое-то новое начало. Тузы – это начинание, да, это может быть получение, наконец-то, долгожданной работы. Может быть, вы давно хотели получить именно ту самую должность, или получить тот самый заказ, или проект. Здесь может быть как вариант заключения с кем-то партнерства или договора. Может быть, вот эти еще карты говорят, что мужчине, вот если мужчина ищет, да, работу, нужно больше общаться с другими людьми. И если вам что-то предложат, и если это стоящее, вот здесь вот нельзя колебаться.
Решение надо принимать, вот как по косе, да, молниеносно. Тогда вы можете собрать вот этот урожай. Но здесь или заключение какого-то заказа, или получение работы, да, это трудовой договор может быть, или это, почему в советы наложится предупреждение, может быть, это партнерство. Кто-то вам предложит, или еще карта говорит, есть у вас какой-то задумка какая-то, идея, замысел, но в одиночку вам, может быть, нереально это организовать, или, может быть, финансов не хватает, то тогда рассмотрите на то, что вам нужен партнер. Но финансы здесь какие-то ссоры, тут даже не ссоры, тут скандалы. Это вот может быть для тех, кто заканчивает отношения, какие-то здесь дела с недвижимостью. Не очень хорошая карта на деньги. Она может говорить, что какие-то действия врагов или происки врагов может привести к тому, что вы что-то потеряете. Или вас обманут. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Так, вот здесь переезд, поездка, на заработки, уезд. Угу. Это еще, знаете, уйти от каких-то проблем, от войны, от... Сейчас скажу. Пятерка мечей. Может быть, как я говорила, в семье, да, раздрай из-за того, что мужчина уезжает куда-то далеко, скорее всего, за границу. Ну, дома, может быть, будут сопротивляться, да, вот скандалить. Типа, вот ты сейчас уедешь, а мы что здесь делать будем? Так, что у нас тут было? Или, может быть, какие-то дрязги из-за машины. Вот в совет карта говорит, нужно уезжать. Это еще, знаете, если вы сейчас находитесь, вот в обществе происходит какая-то катастрофа, ну не катастрофа, а какие-то конфликты. Пятерка вообще это война. Кто-то будет убегать от войны, уезжать куда-то. Туда, где вы обретете спокойствие. Ну, а если это вот для тех, кто сейчас в переходном периоде, в разводе, например, здесь вам какой-то специалист поможет этот вопрос разрешить. Может быть, это какой-то ваш друг, родственник, или все-таки на какого-то специалиста вы можете положиться, который поможет вам разрешить вот этот конфликт. Да, что-то здесь такое. Ну, в конце, в любом случае, вы в конце этой недели обретаете спокойствие, в вашу жизнь приходит равновесие. Самое главное – это исцеление, будь то физического, будь то это эмоционального состояния. Еще это карта ожидания. Например, вы заключили сделку, вы купили недвижимость или там вы купили автомобиль, но нужно будет подождать. То есть подождать вот этого договора. С чем он у вас связан? Если работа, уезд, да, уезжать куда-то, все равно не в эти 7 дней, может быть, чуть позже. То есть период какого-то ожидания. Тут самое главное, карта говорит, наберитесь терпения. У вас все это реализуется. Но, может быть, есть какие-то еще обстоятельства или препятствия для достижения задуманного. Ну, в совет я уже сказала, да, тут, может быть, вам нужен партнер в каких-то вопросах, и какой-то договор у вас в эти 7 дней состоится. Так, ну давайте для троечек получим совет от оракула мадам Эндора. Для тех, кто выбрал цитрин на неделю с 24 по 30 января. Совет для троечек. Ну, смотрите, какой вам интересный совет. Вот как раз по поводу того, что сейчас вам будет дан второй шанс. Вам предоставится возможности защита. Как я говорила, какой-то рыцарь жезла вам поможет. Но еще совет идет, направьте сейчас свою энергию на самую главную цель.
Если вы сейчас втянуты в какой-то конфликт или испытываете чувство вины, вот для вас сейчас настало время простить вот эти все старые прошлые проступки, ошибки. Если у вас есть какие-то секреты, они в безопасности. И вот по Луне это карта просветления, спокойствия. То есть, вот как здесь умеренность, да, к концу недели вы обретете эмоциональное отстранение от этой ситуации, потому что Луна у нас обладает вот этой вот загадочной, двойственной природой. И вам говорят, что вы с честью преодолеете вот эти какие-то, может быть, мрачные, темные времена, вас проведут сквозь вот эту тьму. И вот как и умеренность, это исцеление и восстановление прошлого. Луна — это тоже что-то из прошлого. Вот такой вам совет. Ну и давайте посмотрим маятник для троечек. Для тех, кто выбрал цитрин. Маятник, ответьте, пожалуйста. Ответ на запрос «да» или «нет» для третьего варианта цитрин на неделе с 24 по 30 января. А маятник вам ответил: не знаю, может быть. От чего-то это будет зависеть. Может быть, от принятия вашего вами решения. Почему здесь еще говорят: если вы что-то решили, не тяните. Ну, вот так ответил маятник. У меня все для вас, для третьего варианта. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего. Хорошо, у нас четвертый вариант для тех, кто выбрал тигровый глаз. Здравствуйте, четверочки. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 24 по 30 января. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет или предупреждение от Таро. Ну и далее по списку. Четвертый вариант. Тигровый глаз. Неделя с 24 по 30 января. Что у вас будет в начале этой недели? Что вас ждет любви в отношениях, у кого они есть, отношения или брак? Для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы. Финансовые вопросы. И что вас ждет в конце этой недели? Совет или предупреждение от Таро. И вот давайте посмотрим еще Ленорман. Сюрприз, неожиданность. Четвертый вариант. Тигровый глаз. Что-то мне перевернулось. Ну, как сюрприз, неожиданность, или о чем сообщает вам Ленорман для мужчин. Ну, тут не только для мужчин, да. Смотрите, если кто-то из мужчин собрался куда-то уезжать, вот здесь вот рыцарь жезлов, то пока еще есть препятствия у вас на пути. Это препятствия могут быть в виде каких-то преград или в виде каких-то людей. Это может касаться, конечно, и ваших проектов, замыслов, начала, может быть, новой работы. Например, вот для тех, кто ищет, надо еще что-то подождать. Может быть, вы ждете как раз этой поездки, но, скорее всего, она еще не состоится. Но вам совет говорят: вот не отчаивайтесь, не раньте себя, не переживайте так сильно, все будет. Ну вот, может быть, еще как-то время. Ясность вы получите, все у вас состоится, все вы реализуете.
Если это касается отношений, то есть, может быть, у вас на пути какие-то преграды, тут могут быть, конечно, и соперники, соперницы. Здесь вот над чем-то надо победу одержать, может быть, над другими претендентами или, как я говорю, соперниками. Да, еще смотрите, для мужчин корабль — это средство передвижения, а здесь может быть, аккуратнее за рулем, может быть, какой-то шланг лопнет или поломка в дороге, из-за чего вы расстроитесь, что может быть какой-то дорогостоящий ремонт или наоборот сейчас нехватка с финансами и как неудачно сломается машина. Также, если вы куда-то собираетесь уезжать, это может быть и отпуск, это может быть переезд с целью работы, это может быть какое-то путешествие. Вот по змее, чтобы вас не вернули с вашего пути, во-первых, проверьте все документы, все справки, вот эти коды, разрешения. Может быть, какая-то неприятность, которую вы не заметите, помешает вам поехать. Ну, опять же, у нас карты предупреждают заранее, поэтому подготовьтесь как следует, чтобы не столкнуться с какими-то препятствиями на пути. Хорошо, в начале этих 7 дней у вас тут четверка. Может быть, у кого-то какие-то домашние праздники, это может быть день рождения, свадьба. Может быть, вот свадьба и свадебное путешествие. Ну вот смотрите, да, обратите внимание, не забудьте ничего, проверьте тщательно все документы. Также это может быть, вас куда-то пригласят на какое-то торжество. Кто-то, может быть, начнет новую работу или какой-то новый проект, может быть, или в какой-то сплоченной команде, или из дома. Может быть, получение заказа крупного, да, и вы начнете реализовывать. Вообще у нас четверка всегда несет успех. Она говорит, вот человек над чем-то трудился. Может быть, знаете еще что? Окончание там ремонта, строительства. Да, и вот получает плоды своих усилий. То есть это достижение желанных целей. Это удачное завершение каких-то ваших планов. Или, например, вы работаете, да, вы получаете новую должность. Это продвижение по карьерной лестнице. Или вы сдаете какой-то проект, получаете прибыль и начинаете что-то новое. Ну, вот как вариант. Ну, или, я говорю, связано с какими-то, может быть, торжествами в вашем доме. А для тех, кто в отношениях или в браке, рыцарь. Ну, рыцарь — это может быть поездка. Кто-то свадебное путешествие. Кто-то, может быть, переезжает, смена места жительства, или иммиграция, оформление. Но я не думаю, что вы переедете в эти 7 дней. Если это что-то, еще какие-то документы вам придется подсобирать. Если вы уже собираетесь в дорогу, да, вот здесь еще десятка пентаклей и иерофант. Да, кто-то, может быть, собирается уезжать всем домом, семейный переезд. Давайте мы уточним этого рыцаря жезлов. Еще, может быть, как я говорила, сломается у вас, может быть, машина. Может быть, сломается так, что ее придется продать. И здесь вы будете заниматься вопросом, например, покупки нового автомобиля. Но по пятерке, я думаю, что у вас пока не хватает средств. Давайте мы уточним. Рыцаря, что это? Я говорю, какие-то новости, известия придут. Может быть, связаны с машиной. Тут или с машиной связано, или какие-то известия о том, что какая-то поездка у вас откладывается. Да. Вот информация сразу шла. Есть еще какие-то препятствия у вас на пути. Но вам в совет ложится солнце. Она говорит, это вот эти 7 дней. Самое главное, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Вы этот вопрос решите, ну вот, может быть, в феврале. Да, смотрите, для тех, кто в поиске, одержание победы, да, покорение какого-то сердца, или вас будут покорять, если меня женщины смотрят. Здесь может быть знакомство с иностранцем или знакомство в какой-то поездке, но здесь ложится змея. То ли человек вас будет обманывать, то ли он будет что-то скрывать. Может быть, скрывать то, что он женат. Есть соперница,
то ли он будет тут замысливать какие-то коварные планы. Давайте, потому что тут в конце 7 дней вас ждет какое-то сильное разочарование. Вот чтобы его избежать, если вы сейчас сразу прислушаетесь, то вы уже будете понимать, что ожидать от этого человека. Да. Поэтому смотрите, если вы даже кого-то покоряете, и человек не свободен, это не принесет вам радости. Это будет удар по вашему сердцу. Потому что по десятке, скорее всего, человек очень крепко находится в браке, и у него там все в порядке. Это любовный треугольник, это бороться, биться за любовь. Ну, тут они старшие арканы, да. Ну, смотрите, карты вас предупредили, если будет знакомство с мужчиной, тем более в дороге, иностранец, может быть, в командировке вы поедете или он приедет. Ну, будьте аккуратнее, да. Чтобы человек вам не нанес рану. Ну, вот уже все озвучил, повторяться не буду. Вот эта восьмерка, это разочарование, это уход. То есть отношения как начнутся, так и закончатся. Ну, вы останетесь с разбитым сердцем. Так, хорошо. Для тех, кто... Да, тут еще для вас совет, вот для тех, кто в поиске любви, что счастье ваше и еще не пришло к вам. То есть оно вас предупреждает, что вы будете счастливы, вы обретете свою вторую половинку, крепкую семью, но, скорее всего, вот не с этим, потому что это какой-то обманщик. Ну, работу я уже практически сказала, тут или новая должность, или какой-то новый проект, может быть. Это может быть реализация в творчестве, может быть, это известность, слава, почет, да, это может быть показать себя, там, например, вот как я говорила, по удаленке. Может быть, показать себя миру. Может быть, вы что-то транслируете или делитесь какими-то своими знаниями. Но здесь вот что-то новое. Может быть, вы уже работаете, да, здесь вы, может быть, еще какой-то проект, или вы вот все-таки получаете какую-то желанную должность. А для тех, кто в поиске, вот семерка, карта ожидания. Может быть, вы как раз и ждете вот этой поездки куда-то за границу. Ну, вот карта говорит еще, не расстраивайтесь, наберитесь терпения. Ну, скорее всего, не эти 7 дней. Может быть, вот опять же в феврале. Пока вот есть еще какие-то препятствия, нужно просто подождать. Давайте одну карту вам достанем. Да, нужно просто подождать. Все будет, но позже. Это карта ожидания. Причем вот ожидание такого понимания, что это случится, но пока есть преграды. А если будете сильно эмоционировать и расстраивать, ну вот просто нанесете себе рану. А финансы у вас тут пятерка. Ну вот смотрите, пятерка это не карта прям вот кризиса, да, это просто временные трудности в финансах. Здесь, как правило, она говорит, или вы вот на праздники потратились, сейчас пока нужно затянуть поясок, или вот может быть с машиной что-то случится, но вот придется, это как пятерка, это неожиданные траты, на которые мы не рассчитывали. Но еще она может говорить, что если у вас трудное финансовое положение, кто-то может вам помочь. Потому что после пятерки идет шестерка. Да, это помощь. Может быть, вот как раз от семьи или от близких друзей, или, может быть, на работе вам помогут. Ну и в конце недели тройка мечей. Ну вот смотрите, да, предупредили. Тогда вы избежите этой тройки, разочарования, разбитого сердца, переживаний. Ну, а для тех, кто собирается в дорогу и будет временная остановка, ну, нам уже карты сказали, это вот эти 7 дней. Вот. Все будет, но чуть позже. Хорошо, давайте для вас еще получим совет от мадам Эндоры, Оракула. 4-й вариант. Фиговый класс. Совет для вас на неделю с 24 по 30 января. Смотрите,
новый человек, который придет в вашу жизнь. Вот для тех, кто в поиске, может быть, любви, или это связано с поездкой. Карта говорит, прислушайтесь к своей интуиции, чтобы избежать медуза, это какого-то коварства. Еще здесь, знаете, это может быть еще и зависть. Вот для тех, кто получает здесь то ли желанную должность, то ли какой-то проект. Здесь змея-то это не только коварство, преграды, это еще и зависть. Это враг, которого вы можете не заметить. То есть на работе будьте аккуратнее, да, ну, получили должность, не радуйтесь с другими людьми, да, не показывайте своей удачи, чтобы в окружающих не вызвать вот какого-то ревности какой-то, знаете, нападок. Медуза, она же у нас как и змея. Тут тоже у нас вот змеи, да, вот видите, у нее в руках, у нее в волосах змеи. Поэтому смотрите, тут слушайте свою интуицию. Вот этот рост развития или продвижение к цели, обратите внимание на что-то скрытое, то, что вы не видите. Но можете почувствовать при помощи интуиции и доверяйте своим инстинктам. Тогда вы избежите вот этого разбитого сердца. Тут может быть, конечно, и предательство от кого-то на работе, например. Я не стала этот туз уточнять, потому что, может быть, кто-то реально будет на вас наговаривать, потому что, может, кто-то тоже на эту должность или на этот заказ метил, но получите его вы. Так, ну хорошо. Предупреждение мы получили. Давайте посмотрим ответ на ваш запрос, да или нет. Маятник, ответьте, пожалуйста, четвертому варианту для тех, кто выбрал тигровый класс на неделю с 24 по 30. Ответ на их запрос, да или нет. Ответ нет, но он кружится как бы по кругу, правда, против часовой стрелки. То есть это не окончательный ответ нет. То есть вот как здесь, да? Просто нужно чуть подождать. Ну, вот такой нам маятник дал ответ. И вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.